Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Ну что, напишите мне в комментариях, кто еще заболел летом, как я. Вот я, допустим, заболел, и я довольно-таки сейчас с трудом записываю ролик, потому что у меня вот такая вот голова. Болит нереально. По моему голосу, я думаю, вы слышите, какой он. Ну, хочу постараться записывать для вас контент, поэтому, ребят, обязательно лайкус поставьте под этим роликом. За мои старания, как-никак, что я в таком состоянии записываю ролик. На самом деле, я хочу попробовать записать драконов плюс магов через новый предмет. Но из-за того, что здесь есть сталь, то, скорее всего, мне это не получится сделать. Но вдруг чего, я смогу перестроиться в Свена, если он будет ко мне хорошо приходить. Также здесь есть вертолетики, в принципе, можно было бы еще и на мехах сыграть. Если получится сыграть на мехах, то я, в принципе, либо вертолетик хотел бы собрать максимально большого, либо же Свена. То есть, одного из двух персонажей бы я хотел точно собрать. И если бы я собрал Свена в тройку, то я по-любому бы хотел попробовать его собрать через драконов плюс ведьмаков и показать вам контент в виде ваншотов. Ну, как-то мне рыцарь больше нравится, чем ты. Можно, кстати, попробую рыцарей поставить еще со старта. В принципе, пойдет. Со старта, я думаю, это неплохо. Маг-посох. Ну, в принципе, возьму. Если я буду через магов играть, то, в принципе, почему бы и нет. Там еще 5-го тира предмет подвезли, который увеличивает один навык на +1. То есть, допустим, у вас Зевс в двойку, вы закидываете этот посох великого мага, как он называется, в него, то вы получаете сразу 3-го уровня скилл. Цветка со старта пахнет подозрением. На самом деле, я мог бы не этот предмет брать, а мог бы какой-то другой взять. Не, ну цветка, конечно, со старта это сильно выглядит. Вот, без рофлов это реально сильно выглядит. Ну, только если получится. Если получится, соберу мехов гоблинов. Не получится, то, ну и черт с ним. Чем черт не шутит, как говорится, да? В принципе, под персиком неплохо выглядит. Под персиком. Кстати, Джаггера, если что, немножечко поднерфили, теперь он в крутилке получает 80% резиста, а не 100%, как до этого. Поэтому, в принципе, этого многоуважаемого человека теперь можно хорошенечко контрить. А чё, можно мне там шаманчика нарисуют сейчас? Что скажете, нарисуйте мне шаманчика немного, а? Ой, шаманчика, друида. Какой шаман? Можно было бы охотников еще собрать через Муэрту, тоже было бы прикольно. Мехов, я смотрю, все хотят собирать. Мехи, гоблины просто везде. Цветка еще тоже кому-то пришла, но я понял. Это чисто был рофл надо мной, что пытайся собрать, пытайся. А по факту ничего не получится. Ну, если не получится, то, в принципе, я бы хотел собрать охотников. Почему нет? Но это только если сейчас не получится. Сейчас попробуем немножко еще. Сейчас мы еще немножко попробуем. Чисто вайпер заплевал всех. Пока вижу реально, что мне неплохо приходит. Мне, в принципе, можно было бы на охотниках сыграть. Я поставлю пока и рыцарей, и охотников. То есть что-то одно из двух точно оно прокнет когда-то. И поставлю еще и гиду сверху. Пака, кстати, тоже теперь поменяли. Теперь у него скилл с пака, вот этот, по-моему, который линия летит. У него минимальная КД под богами-драконами. Это просто полный развал будет. Давайте, я хочу попробовать все-таки. ДК у меня, ну, дракон есть. А бога-мага нету, конечно. Вот тут куча двоек и жирные персонажи, поэтому как-то так. Короче, один из билдов я точно сейчас покажу. Либо же это будут драконы-маги. Что я, наверное, сейчас уже и сделаю. Драконов-магов лучше поставлю. Что-то как-то мне уже не особо нравится сейчас. Охотники, они, конечно, приходили по чуть-чуть. Ну, то такое. Пака закину этот предмет, это тебе закину. Можно было бы попробовать Дискорд взять. Единственное, что урона 150 всего лишь. Вот это очень мало. Ну и просто по линии бьет одной. Короче, такое пока что. Пока что что-то с чем-то. Ладно, охотников убираем. Того оставляем, этих оставляем. 7-й раунд, 11 монет, в принципе, окей. Но на самом деле дракон у меня довольно-таки слабый. Если бы сейчас ко мне пришел ДК, Разор, было бы неплохо. В принципе, персик есть тоже неплохо. Можно будет здесь еще богов поставить.
Единственное, что реально магов очень легко будет законтрить. Как ни крути, но реально будет легко законтрить. Ух ты! У меня вайпер впервые в жизни плюнул как надо. Плюнул фуловую цель. Обалдеть. Я, наверное, сплю. Вайпер впервые в жизни кинул как надо свой скилл. Обалдеть. Так, агра я продам, поставлю лучше Лину. Я лучше буду в 20 монет на 8 раунде. При этом с неплохим инкамом. Хотя на самом деле стол у меня довольно-таки слабый, если честно. Если сейчас так вот посмотреть краем глаза, то у меня довольно-таки слабый стол. Хотя здесь и куча жрецов. В принципе, я могу и вырасти очень хорошо. Минус только в том, что если будут против меня какие-то волшебники, они меня аж испепелят по полной программе. Можно было бы сейчас продать и выйти в 30 монет, но я тогда лишусь Эгида. А Эгида как-то... Ну, Эгиду как-то терять не очень хочется. Вот честно, как-то не хочется мне как-то Эгиду терять. Тут 150, конечно, массового, а тут побольше будет у Вайпера. У Вайпера как-то будет побольше на самом-то деле всего. Может, Вайпера персик кинуть? Ваншот цели. Я, наверное, Вайпера закину. Пак это, конечно, круто. Но мне кажется, Вайпер будет посерьезней. У него все-таки тик 150. В течение 5 секунд у него будут тики по 150. То есть это примерно сколько? 300, 600, 750 урона в одну цель он будет вкидывать. Ну, по-моему, это очень сильно. Единственное, что тут огромные мехи. Вот это да. Так, Вайпер, давай ты плюнешь как надо. О, отлично. Правда, не очень ты, конечно, плюнул. Все равно, да его даже не добьешь, да? Да. Не смог. Ну, не смог, так не смог, что поделать. Так, Муэрто, кстати. Можно закерить. Вот это у меня сейчас гениальная идея появилась. Закерить Муэрту. А? Как вам? Взять и закерить Муэрту. Под маг билд. Что скажете? Я думаю, это будет очень сильно. Единственный минус, я же говорю, что морские могут спокойно ее законтрить. Не закерить, а законтрить. Под гритерами я думаю, это будет так себе, конечно. Под гритерами, кстати, вот это тоже берем уже. Я думал, мне просто рыцари со старта придут, а в принципе рыцари со старта это довольно такие неплохие ребята. Сейчас я буду, наверное, на гритерах пока что играть, потом перестроюсь его в макбилд, который я хотел. Там Лину буду улучшать, там котел может придет, то есть вот такие вот ребятки. Острые наручи, конечно, круто, но не совсем мне они не особо нужны. Короче, вот эти все предметы, они мне не особо нужны. Ладно, лучше бы тут предмет остался. Кстати, линии добавили магического сопротивления 20%. Обалдеть. Вау. А, кстати, там в этой обнове много чего вышло. То есть сейчас пересчитывается броня, как она снижает. Обалдеть. Броня сейчас по-другому немножко снижает атаку. То есть... ну, короче, вы сейчас вот посмотрите. Раньше 2 армора там не давали вот столько. То есть там давали бы как-то по-другому. То есть там четкое число было какое-то. Сейчас же немножко это улучшили. И на самом деле это огромный плюс, я считаю. Все равно меня Фурион душит. Просто посмотрите, сейчас насумонит своих 1 000 000 000 пеньков. Тут собака насумонился. Да. Что-то как-то на гритерах мне уже не нравится. О, маг-дракон с котлом, понял. А можно мне котел придет? Я тоже как-то на него, ну, глаз свой положил. Грангеральда возьму еще. Гиду я, наверное, пока что уберу. Сделаю вот как-то так. На самом деле тебе можно это так сделать. А тебе я на хрону поставлю, чтобы ты хрону максимально быстро мог поставить.
Муэрту, наверное, кстати, можно скипнуть. Так, котел, сдохни раньше. Красава. Исполнил как надо. Так, ну отлично, гриттерами я пока немножечко живу. Бруда пришла. Ну, блин, охотники тоже здесь темовские. Вот если реально так подумать, то охотники здесь довольно-таки хорошие. Но я не хочу на охотниках играть просто. Ну как-то не то. Ну как-то реально не то. 3 мага пока что в катке. Я просто еще думаю, как же лучше все-таки поступить, через кого сыграть. На самом деле маг-дракон пока вот идет, пусть будет. У меня гриттер есть для старта? Есть. Достаточно. Подсейв есть? Есть. Вот опять ко мне этот чел пришел, который... А, это другой чел. Ну, в любом случае, сейчас опять насумонят своих триллион тысяч пеньков, триллион тысяч всего, потому что у меня Вайпер кидает вообще не того, кого надо. То есть, Вайпер это вообще проклятый какой-то персонаж, он не кидает никогда в кого надо. Вот вообще никогда не кидает в кого надо. Не знаю, скипнул, наверное, пока Гиду. И на самом деле Гида довольно-таки сильный персонаж. Ладно, Муэрту скипнул. Я просто подумывал о том, что можно было бы поставить Муэрту под магами, и было бы прям зачетно. Сейчас я понимаю, что это как-то, ну, слабо. Гоблина может взять. Хотя, на самом деле, зачем мне этот гоблин? Я уже денег с него, наверное, не получу. Как ты вовремя хрону поставил, дорогой ты мой. Очень вовремя поставил свою хрону. Меня просто взяли и испепелили, потому что этот камни накинул, тут резанул разочек, и все, и покеда. Лучше 50 монет буду. Боже, 64 хп у меня. Слезы. Еще и селедка в двойку пришел. Не, пожалуй, пока так поиграем. Может получится мага дракона быстро собрать. Если соберу мага дракона сразу, то будет очень даже хорошо. Если нет, то очень плохо. Ну тут логично, да? Если бы мне сейчас божественный отпечаток упал, было бы вообще идеально. Я бы мог поставить ранних драконов и ранних богов. Это было бы очень хорошо. Единственное, жалко, что здесь нет Зевса. Но здесь есть Джакира, в принципе, есть Энимма еще. Я могу собрать богов, драконов, магов. И вообще чувствовать себя замечательно. Единственное, что бесполезный рог упал. Это как бесполезный лук. Но тут я хотя бы могу реализовать его в тень. И на самом деле такая себе реализация. Я бы не хотел такого видеть на постоянку. Вот цвета, конечно, мне приходит очень хорошо. И охотники мне прут довольно-таки хорошо. Барабановый, ну, кстати, кольцо магии возьму. Это как танк у меня, но на самом деле, я думаю, танк такого стоит заменить. 9 убийц со старта. Понял, принял. О, маг-дракон уже собрался почти. 3 мага собирается. Отлично. Закон подлости какой-то, отвечаю. Но в любом случае, раньше, чем 8 уровень, я не могу ролиться. Тут еще очень сильный чел пришел на убийцах. Да. Ситуация так себе. Ладно. Похоже, придется прибегнуть к этому методу. Надо выставить баф магов. Омник, наверное, пока пусть стоит. Я мог бы поставить из 9 маг-драконов, но это очень слабо было бы. То есть маг-драконов я смогу на 8 уровне уже поставить. У меня очень мало хп.
Очень мало. Сейчас еще ко мне топчик пришел, боже, это все очень плохо. Еще Джакир, Джаггер со своей крутилкой, которая выйдет мне в миллион всего. Ну, очень плохо все. Обида. Жицы зато приходят, кстати, можно, можно стать на лустрик. Я это и сделаю пока что. Смешно, не смешно, но... А что делать? Современные проблемы требуют современных решений. Ну, реально все очень ужасно. И гиду продам, хотя мог бы и двойку собрать. Надо собирать маг дракона. Побыстрее. Минус то, что котел ко мне не пришел. Обида лютая. Ну и Вайпер, как обычно, наплевал в кого угодно, но не в кого надо. Так, ну что? Будем апгрейдить стол. Апгрейдить. 8-й-то у меня есть, есть. Поэтому просто берем, апгрейдим стол. Другого решения я здесь не вижу. Поставлю лучше так, 2 оленя. Они как танки будут нормально. Какой тут огромный орк, кстати. А, это орк-бог. Понял. Через этого жреца еще. Сильно. Котел. Котел это хорошо. 6 магов бы как-то поставить. Только как, не понимаю. А никак, походу, не поставлю. На самом деле, можно было бы этого коня, наверное, скипнуть. Да, я его скипнул. Вместо него поставлю так. Вот, отлично. И мне нужен уровень. Будет 6 магов, 5 драконов. У меня аж немножко волос стал пропадать. В принципе, все более-менее. Но на самом деле и не совсем. Если так посмотреть сейчас на противника столы, то у них намного серьезнее стало. Особенно вот этот вот чел через 9 убийц, который играет. Тут еще есть маг дракон 1, 2. Его нужно тоже как-то контрить. А как, я не понимаю совсем. Че и хп одну штучку восстановил. Идеально. Восстановить одно хп это шикарно. Кому это отдавать? Ну пока пойдет. Так, топчик ко мне пришел с крутилочкой. Ну, топчика сейчас вынес, окей. А, это бывший топчик. Что сейчас думаю, что это топчик? Вот это прикол, конечно. Это раньше был топчик сильный, а сейчас это уже так.
50 на 50. Можно было бы еще 9 магов, кстати, поставить. Но я думаю, через волшебников это будет очень плохо, если я поставлю 9 магов. Хотя можно сделать вот так вот сейчас. Этот способность какую-то стырит, пусть лучше тут стоит, а вот этот парень пусть тут стоит. Короче, самая главная проблема это сейчас вот этот. Он мне будет ваншотать всех моих ребят и все. И добавить как бы нечего. Смешно и грустно. Тут тоже маг-дракон, у него, конечно, не фуловый маг-дракон, но тем не менее, когда он выставит 5 драконов, я думаю, он меня быстрее намного сожрет, чем я его. Из-за того, что он меня быстрее сожрет, это очень плохо. Я и заменить ничего не могу. То есть, вот это заменю, допустим, какой-то клевер упал несчастный. Зачем он мне нужен, непонятно. Криты упали. Спасибо, тоже похавал. Отличную способность стырил у Верны. Нормально. Именно эта способность меня выручит. 6 зверей, маг-дракон, еще один маг-дракон, бог-пещерник, понятно. Чел на крутилочке играет. Так, тебя пока продам, ты мне не нужен. Мне бы божественный отпечаток упал, было бы вообще идеально. Но у меня 27 хп, я не доживу. Ну вот, чел меня просто испепелил из-за того, что у него есть. Детка, стой! Отлично! Дед выбил мне ничью. Есть еще боги, но мне богов некак поставить. Если я поставлю богов, я потеряю очень сильно в магической мощи. У меня и так все очень грустно. Единственное, наверное, кого бы я взял из богов, это вот этого жреца. Но если мне выпадет предмет третьего тира, который дает божественный отпечаток, я бы как бы не рыпался. Вот этого жреца бы я взял. Гранд-Геральда оставил. Ну, хан это, конечно, такое, но если он придет, то почему бы и нет? Можно было бы еще и хана поставить. Предмет у этого, ну, точнее, скилл, который стырил Гранд-Геральд, это вообще смех. Даже сейчас. Это просто смех. Он прикалывается надо мной, наверное. Боже, какой там сильный чел. Надо усиляться, а мне некак. А, он сейчас ведьмаков поставит еще сверху. Понял. 3 маг-дракона и я. Эх, сложно. Может, мне Джакира придет, я тогда смогу усилиться еще сильнее. Но даже если Джакира придет, то и что? 9 магов я выставить все равно не смогу. Ну, наверное, придется мне ролиться сейчас. Куда котелка стоит? Непонятно. Взгляд из это сильный предмет, его скипать тоже нельзя. Джакира, спасибо. И хан, и Джакира. Все это, конечно, круто. И замечательно, но... Но. Понял. $32 монеты. Ну ладно, чем черт не шутит, надо ставить свой билд. Мага я одного могу скипнуть, и в принципе...
Хотя зачем я его скипал, кстати? Что-то я не понял. Котла бы найти в двойку. Но я уже его не найду. Я, скорее всего, сейчас укачусь обратно. Вот для чего я стал. Чтобы ДК поставить, и он смог стырить. Точнее, не мог стырить, а я хотя бы книжки мог позарабатывать еще. А, морские поставились. Ну да, конечно. Шутка какая-то. Хотя там немного морских. Это непонятно кто. А, это зверь. Все понял. Он вылетел, конечно, но я ничего не получил за него. Обидно. Не, ну вапер это магический урон, не могу его скипать. Кстати, бог. Пусть лучше будет у меня 4 бога. Я думаю, так будет намного-намного ярче. По крайней мере, я так надеюсь в это. Какой же ты обалденный скилл тыришь, Грангераль, боже. Сейчас чисто покажет Грангераль, как надо работать этим скиллом, смотрите. Сколько ты урона нанес? 500 урона нанес, боже мой, не надо, пожалуйста, не надо так много. Кстати, вот этого духа, точнее вот этого жреца я хочу взять. Он очень сильный. Он когда накинет свою тюрьму, то это плюс, точнее минус 20% магического резиста у противника. Надо попробовать предмет второго тира найти. Ой, второго тира, пятого тира. Если найду предмет пятого тира, то я, скорее всего, выиграю эту игру. Вот этот новый посох великого мага. Дракон, маг, бог, понял. Чилы под копирку играют. Тайт, кстати. Ну, Тайт это стан массовый. От него мне проку 0 будет. Только если попробовать божественный отпечаток найти. То шанс того, что я его найду, крайне мал. Тут бы котла в двойку найти. Тут уже оверсильный чел на этом, на драконе. На драконе, на ведьмаках. Не знаю, попробую эти предметы скипнуть. Посох великого мага ко мне пришел, но. Котел ко мне не пришел. Он даже не думает приходить, я более чем уверен, что... Если котел в двойку придет, то, скорее всего, у меня будут шансы вынести все. Хотя нет, тут сейчас чел меня на крутилочке потянет. С масочкой. Надеюсь, ты откиснешь намного быстрее, хотя это вряд ли. Там чел уже имбу собрал. Боже мой, котел пришел. Спасибо тебе. Дорогой ты мой. Даже хан пришел. Я вообще в шоке. Ну, в каком бы шоке я не был, сейчас придет ко мне вот это вот тело. Ведьмак-убийца и все. Ну, крутилочка есть крутилочка, это тоже больная тема. 2 мага дракона, мне нужно БКБ. Без БКБ мне будет очень грустно. Да мне на самом деле куча всего надо. У меня 10 хп, я не вытащу эту игру. Не, никак.
Цепочка. В принципе, да, почему нет? Но мне и БКБ надо. Тот самый момент, когда ты просто в лютом замешательстве сидишь, что тебе нужно и то, и то. Тут есть персик. Ты не можешь... Ну, ты просто понимаешь, что ты не можешь это скипнуть. Персик мне очень нужен. Взгляд АЗС это уже такое, но персик... Эх. У меня, конечно, сейчас котел будет кастовать со скиллом третьего Ну, у меня сейчас скилл вот. Стой. Почему не работаешь? О. Сейчас, короче, заработает скилл. Я, наверное, тебя, кстати, сюда поставлю. Ты здесь свой стан прокастил. Ну, короче, сейчас придет убийца плюс ведьмак, и он мне расскажет, что к чему. В общем, в чем прикол, в чем минус, все такое. Смотрите. Сейчас, когда начнется новый раунд, у меня будет третьего тира способность. То есть 6 секунд, и, соответственно, ну, вот смотрите, сейчас просто показываю. Чпуньк, чпуньк, все. Максимально много урона, максимально все хорошо. Тфу-тфу-тфу, конечно. Я бы очень хотел увидеть волшебника. О, волшебника-друида. Но друид сказал, что сегодня его не будет. Он сегодня на чили, на расслабоне. У него все в порядке. А, тут еще морских он поставил. То есть 6 убийц, 4 морских, 4 ведьмака. Этот билд я давно видел, я его собирал, не раз показывал, но все же это настолько люто. Ну и еще чел там огромный. Гранд Геральт, конечно, умеет удивлять со своими способностями. То, что он тырит там. Какой-то next level. Но, кстати, он и пришел. Я его... А как? А как? Как его вынес? Не, я, конечно, рад. Безумно рад. Но как? Каким образом? Это что за чудо-действие какое-то было? Спасибо, хоть друид пришел, хоть хана апнул. Но я очень сильно удивился тому, как я его вынес. И этого не должно было произойти. И цепочку надо тогда отдать. Ладно, пусть разор уже через яйцо апнется. Я просто не уверен, что я вытащу игру. Ой-ой-ой-ой, как же там плохо чел расстановку сделал. Просто его смел. Минус 11 дал, но все равно его смел. Я очень удивлен, что произошло сейчас. Можно было бы, конечно, еще и Свена попробовать собрать, но, скорее всего, на мага билде я буду до конца играть. Ой-ой-ой. Свен в двойку, это... Вот это уже все. Я ничего тут не сделаю. Там Свен в двойку, он меня просто разорвет. Он сейчас все шмотки перекинет Свена в двойку, он потом соберет мага драконов и, скорее всего, ГГ. Не знаю, каким образом я его вынес, ну ладно. Ну, наверное, из-за того, что просто у меня есть скипетр вот этого второго тира, плюс у него все кучно стояли. Чисто, наверное, из-за этого я его вынес. Ну вот крутилочка, конечно, сейчас пришла, и хекс мне прилетел. Поэтому уже все. Тут я ничего не делал. Тут я бессилен. Убить его невозможно, даже несмотря на то, что у меня предмет 5-го тира. Как же ему все равно. Ну ладно, топ-3 хотя бы я... А как у него 500 кп осталось? Сейчас не понял.
Я какие-то такие тонкие моменты упускаю. Хотел баф людей, короче, поставить, но я умненько скипнул. Я молодец. Скипнуть Омника — это хорошая идея. Я бы сказал, гениальная. Ну все, я остался с вот этим пареньком, который через Свена играть, найдет БКБ. Все, мне Габелла. Он еще здесь. Это означает, что он здесь. Ага. Можешь что-то такое достойное стырить, пожалуйста? Еще одна цепочка. Ну, кстати, цепочек мало не бывает. Я бы взял несколько. Судя по тому, что против меня играет, я бы взял несколько цепочек. Ого! Виверну апгрейднул. Ну все, все, пацаны, держитесь. Я апгрейднул Виверну, вам Габелла. Так. Хекс. Конечно же нет. Отражение. Можно было бы, но я, наверное, хочу Хекс попробовать найти. Маска. Очень хороший, полезный предмет для меня. Спасибо большое. Ну что, борьба за топ-2. Но как мы видим, Джаггер меня выносит. Против Джаггера я ничего не могу сделать. Ну, Джакира. Спасибо. Но вы, ребята, уже поздно приходите. Сейчас я уже в Next отправляюсь. Следующая остановочка, следующая катка. Нет. Нет? Отправь хотя бы его. Пожалуйста. Не, ну если бы, наверное, у меня был 12 уровень и 9 магов, то я бы... О, спасибо. За топ-2 подеремся. Сказать, что я в шоке, это совершенно, ну, то же самое, что ничего не сказать. На самом деле, эти цепочки лишние я бы поскипал уже. Но не могу я этого сделать. Не могу. Хочу, но не могу, понимаете? Джакира. На самом деле, поменял был местами Свена, он меня просто вынес. Шесть морских поставил. Вау! Как же тяжело, да? 6 морских поставил. Не, ну 6 морских, ребят, это вам не шутки. Кстати, я, наверное, в тебя все-таки закину. Пусть Джаггер лучше ваншотнет их. Ой, Джаггер. Хорошо, вы поняли. Я и БКБ не могу наролить. Типа, даже если я сейчас заролю вот этот предмет, я не смогу БКБ наролить, как на... Ой-ой-ой, Свен поменял местами. Ой, как плохо. Просто поменял местами Свена и все. Но состояние, конечно, у меня не лучше. 38 раундов, в принципе, неплохо. Вытащил из такой ситуации топ-2. Ну, я считаю, неплохо сыграл, ребят. Что думаете вы? Напишите в комментариях. И если какой-то ролик получился не такой, то уж сори, ребят, я болею. Мне тяжело комментировать, болит горло, голова. Ну, просто ужасное состояние, никому не рекомендую. И никому не рекомендую болеть. Но в комментариях я все равно жду, кто напишет мне, что он тоже заболел летом. Кто такой же лох, как я. А так, всем огромное спасибо за просмотр, ребят. Не забудьте оставить свой комментарий, что вы думаете по поводу этого ролика. Также не забудьте подписаться на мои каналы. На ютубе я цель поставил 5000 подписчиков, плюс есть телеграм-канал, где я пишу по поводу обновления этой игры, пишу, когда у меня стримы, и просто веду небольшой свой личный блог с какими-то моментами. Всем спасибо, всем удачи.